И совершенно случайно, проходя кораблем, мы обнаружили силуэт самолета. Основная задача нашей организации – это история. История Второй мировой войны, это история нашей страны. И непосредственно проект, над которым мы сейчас работаем, называется «Потерянные осколки истории», где мы пытаемся совместно с нашими коллегами, не только на территории России поисковой организации, но и также на территории Белоруссии, мы занимаемся историей Черноморского флота Второй мировой войны. Это легендарные боевые сражения за Малую Землю, это Ительгенский десант, освобождение Крыма. И непосредственно на всем протяжении работы нашей организации мы работаем по идентификации, поиску именно погибших кораблей, самолетов и моряков в годы Второй мировой войны. Непосредственно в городе Геленджике мы уже напрямую работаем 2 года, более 2 лет. За это время только в самой Геленджикской бухте нами было обнаружено более 4 судов боевых, 4 самолета. Сейчас у нас еще есть информация и районы места падения 2 истребителей, примерно над которыми мы планируем работать в этом году. И в дальнейшем мы, конечно, будем передвигаться уже по поиску, по движению нашей армии в 1943 году, когда стали освобождать Малую Землю и туда дали в сторону Крыма. Правда, не знали, чей это самолет, советский либо немецкий. Был создан, значит, не в плановый, значит, наш планерочка, на которой мы решили незамедлительно пойти на этот объект и погрузиться, дабы идентифицировать нашу находку. В принципе, оборудование такого плана, что могло быть все, что угодно. Бревна, якорь, цепь, как-то так легла. Мы надеялись, что это все-таки самолет, потому что по данным архивным в нашей бухте порядка 4-5 самолетов было потеряно. Из них 2 обнаружили еще в советское время, послевоенное. Значит, незамедлительно собрали экспедицию, вышел наш корабль на точку обнаружения. Было проведено прогружение и обнаружен самолет Ил-2, а точнее бронекапсула от самолета. Нужно понимать, что любая работа под водой – это прежде всего работа непосредственно в 3D пространстве. То есть мы все ходим с вами по земле, да, вы бегаете, вы прыгаете, вы поднимаетесь в горы, но зависнуть в воздухе вы не можете. Под водой все наоборот. Зависание в толще воды с минимальными движениями – это залог успешной твоей работы, непосредственно в нашей сфере. Объясню почему. Дело все в том, что объекты, которые находятся под водой, они лежат не на голых скалах, да, и видимость не всегда бывает достаточно хорошей. В большинстве случаев они находятся в вылистых отложениях, где любое касание ластами, неудачный взмах, видимость там, с 3-4 метров превращает практически в нулевую видимость. А когда ты начинаешь работать непосредственно с размывочным оборудованием, да, либо передвигать какие-то элементы, обломки, видимость однозначно превращается в нулевую. И вот здесь встает первый фактор, да, когда твоя видимость становится не более чем 10-15 сантиметров, понять в пространстве, где ты находишься. То есть зачастую, поделюсь таким своим профессиональным секретом, на начале своей профессиональной работы, это там, чуть больше 20 лет назад, меня это немножечко деморализовывало, потому что ты очень быстро теряешь связь. Конечно, да, ногой в землю коснулся, это хорошо, и ты успокаиваешься. Но бывают условия, когда это на мелкой воде ты можешь сделать, но есть условия, когда ты находишься на глубине, где до дна там 2-3 метра, и ради того, чтобы там коснуться дна, погружаться вниз, очень сложно. Поэтому приходится доверяться своим профессиональным навыкам и работать по так называемой памяти. Поэтому
основная задача, когда мы обнаруживаем объект и его исследуем, мы первое, что делаем, используя хорошие погодные условия, отличную видимость, мы его документируем. Фотографируем, делаем видео вот, с различных ракурсов, с различных заходов. Для чего это все необходимо? Для того, чтобы в дальнейшем, просмотрев на большом экране, запомнить, где, что, как, каким образом лежал. Запомнилось, наверное, тот момент, когда впервые увидели бронекапсулу, увидели место нахождения пилота, то есть кресло пилота. Просто вот как-то немножко, наверное, нарисовался образ того, что здесь вот сидел пилот в то время, выполнял задачи, что он вот всей этой машиной управлял. И потом уже, когда с помощью крана-манипулятора поднималась бронекапсула, ну, такое было впечатление, что вот она история, вот она на самом деле, вот она поднимается из-под воды, и виден результат нашей работы, что не просто так, что увидим его не только мы, что мы сможем его показать и подрастающему поколению, и его увидят и пожилые люди, может быть даже те, кто какое-то отношение имел к Великой Отечественной войне. Особенность специфики заключается в том, что все объекты, ну и непосредственно, если мы говорим про штурмовик Ил-2, он не лежал на ровном киле, он не был ровный, у него практически было отделено крыло, оторвано хвостовое, оторвано левое крыло, загнуто правое крыло, у него был оторван винт, двигатель смещен вперед, то есть достаточно большое количество нагромождений обломков. Это все тонкие металлы, они имеют острые грани, края, поэтому если видимость падает, то порезаться, наткнуться на какой-то острый, это очень-очень легко можно. Поэтому приходилось буквально на ощупь, аккуратненько. И здесь, может быть, это будет кому-то странным казаться, да, когда мы работаем на объектах, снимаются ласты. То есть мы отрабатываем поверхностно, а уже непосредственно прямая работа с инструментом, с откачивающим, да, эжектором, так скажем, то да, ты отстегиваешь ласты, ты пристегиваешь их к боку, потому что здесь могу будущим, так скажем, специалистам сказать, что никогда свое снаряжение ты не должен нигде, никуда оставлять. Оставил, считай, что потерял. Поэтому это все отстегивается, пристегивается, это уже специфика своя, да, то есть свет, инструмент, ножи и так далее, это все имеет свои там веревочки, карманы, свои места. И ты работаешь вот таким образом на тактильном. В какие-то моменты ты становишься чуть ли не как морская звезда, потому что тебе нужно устоять, ноги широко уперты, где-то упираются, руки работают, что-то нашел, его нельзя потерять, инструмент нельзя бросить, и ты уже работаешь, так скажем, как осьминог-кальмар. Но это тоже относится непосредственно к специфике. Но все это должно у тебя четко в голове складываться. И очень важно, когда ты имеешь возможность по памяти своей тактильной, возвращаясь уже, когда отличная видимость, да, чтобы ты запомнил, ага, вот он, это изделие, да, или там вот какой-то обломок, который ты нащупал, ты мысленно себе создал образ, потом ты возвращаешься к этому уже в хорошей видимости, ага, да, вот это было, значит, надо там, условно говоря, копаем в этой стороне. К сожалению, при осмотре дна, при осмотре кабины самолета на дне мы также не смогли найти никаких останков, ничего подобного. После поднятия Ил-2 с нашими пермскими коллегами самолет был поднят на сушу, а досконально осмотрев весь полностью фюзеляж, кабину пилота, также останков мы не нашли. Это очень сильно расстраивало. Промыв очень хорошо, ну, так как была глубина 4,5 метра,
залегания самолета на дне. Мы надеялись, что прибрежный шторм, он мог замыть куда-то важные детальки какие-то, может быть, обмундирование, либо личные вещи где-нибудь в бронекапсуле. Размывая самолет уже на берегу, мы обнаружили галифе, офицерский галифе пилота. Также был найден часть кителя. Вот. И, конечно же, при подъеме первым делом был поднят сам двигатель Ил-2. Были же первым делом произведены все полностью исследования по двигателю для идентификации, обнаружения номерного агрегата двигателя. Он был найден. Незамедлительно были сделаны фотографии, разосланы нашим коллегам по архивной работе. И буквально через 2-3 часа после снимков, когда сделали эти снимки, нам пришел ответ. Пилот погибшего самолета Ил-2 Соломатин Андрей родился в городе Смоленске, закончил Ейскую авиационную школу морских летчиков, с семьей переехал в город Ростов, откуда был призван в 1942 году. К сожалению, он погиб. Это была авиакатастрофа. Причиной гибели стала техническая неисправность самолета. Он вылетал на боевое задание в полной экипировке, но, к сожалению, пришлось ему возвращаться, не дотянул до аэродрома и упал буквально в 100 метрах от берега. Это территория нашей гидробазы Геленджикей. У него на борту находился второй, так скажем, стрелок. К сожалению, точных данных мы не имеем, но по данным номера самолета и по донесениям у него предположительно находился в самолете капитан Титаренко. Вот. Самое что интересный факт, что это был капитан. Мы полагаем, что это, возможно, был разведчик, и у него было двойное назначение, помимо боевого вылета, производить фото-видеосъемку. Но, к сожалению, это только наши предположения. В данных он числится тоже, да, как погибший в этот день офицер. Друзья мои из Ростова, которые помогали в поиске пилота, нашли личную карточку кандидата в члены ВКПБ. Очень симпатичный молодой человек. Но самое удивительное, куча вопросов каких. Во-первых, 43-й год. Погиб он, тут же установили, 5 мая 43-го года. Младший лейтенант, ни одной награды. Ил-2, пилот Ил-2. Про стрелка бортового нет ничего. Но в этот же день, по информации, больше гибели не было. Погиб гвардии капитан, он там был заместитель командира полка, орденоносец. На месте стрелка. Обычно был ли рядовой или сержант. Вообще. Значит, еще выскочила такая фраза: вылетел для выполнения специального задания командования. Далее, пилот Ил-2, морская авиация, и самолет принадлежит Черноморскому флоту, 47-й штурмовой авиаполк авиации Черноморского флота, а это авиация армейская. Очень интересно. В процессе подъема, в процессе идентификации элементов под водой приходится, иногда не совсем понимаешь, что же тебе попало в руки. И вот когда уже объект идентифицирован, приходится залезать во всевозможную техническую документацию, чтобы понять, из чего состоит тот либо иной объект. Поэтому тот же Ил-2, допустим, вот когда попалась в руки кнопка бомбосброса, вот, то есть вначале не поняли, что это, и только потом, потому что, ну, все-таки не конструкторы авиационные, поэтому сразу даже не поняли, что это, тем более, что она была вся в морских отложениях всевозможных, и только потом, когда ее чистили, поняли, что это кнопка бомбосброса, то есть на которую нажимал пилот для того, чтобы сбросить бомбы на головы фашистских захватчиков. Для того, чтобы такие объекты крупные можно было поднимать, конечно же, используются различные спецсредства. В нашем случае мы изначально, да, наша организация специализируется, как вы уже знаете из названия, да, на морских работах. С этой целью был построен катамаран.
Это, можно сказать, в своем классе первое судно маломерного класса с очень широким спектром возможностей, непосредственно применительно к поисково-исследовательским работам и водолазным работам, это подъемным работам. У нас наш катамаран позволяет не только проводить различные виды съемок, сканирований, водолазных спусков, но и осуществлять подъем различных грузов большой массы. То есть у нас на борту установлен кран-манипулятор, гидростанция, компрессор. Соответственно, когда нам необходимо поднять особо тяжелые грузы, да, мы можем какую-то массу определенную, да, поднять непосредственно на борт. Что-то мы, используя парашюты, приподнимаем над поверхностью, фиксируем к кораблю, подходим к берегу, поднимаем уже более тяжелым краном. Вот как непосредственно, например, было в части подъема самолета Ил-2. То есть бронекапсула, она весит где-то в пределах там 2 тонн в чистом виде максимум. А так как там был песок и много всяких взвесистых или наш кран не смог ее поднять даже под собой. Соответственно, нам пришлось зафиксировать это все так называемыми понтонами. Вот, притянули к своему борту, подошли к берегу, уже к причалу. И с помощью крана мы уже эту бронекапсулу подняли и погрузили непосредственно уже на трал, который отвез туда в зону реставрации, вот, на хранение. Вот так мы делаем с особо крупными. Но в большинстве случаев, то есть обломки, да, наша установка, возможности, они позволяют свободно поднимать. И достаточно крупные размеры, то есть где-то примерно там, порядка 7 метров длиной до 3-4 метров шириной, такие обломки наше судно позволяет просто взять себе на борт и транспортировать. Вот это как раз есть специфика нашей организации, и это особенность, то есть мы имеем все необходимое снаряжение для проведения водолазных и именно таких работ. Один из моментов тоже интересных — это аккумулятор. Аккумулятор на Ил-2, который был поднят, он оказался практически исправен, практически живым. Вот, поэтому вот качество изготовления нашего военно-промышленного комплекса времен Великой Отечественной войны, оно было на высоте. Вот, что спустя столько даже лет элементы продолжали работать. Это галифе. Это галифе. Ага. Это нижнее белье, что ли, было? Галифе. Не, галифе. Штаны. Это галифе. А где кости? Кости выпали, наверное, или рыбы съели, они да? Там внизу лежат. Они вот здесь, конечно. Вот тут они. Улетели назад, да? Да. Сейчас попробую вот эту. Это галифе. Да, с лямочкой галифе. Вот это 5-й будет, который на 22-й на перезахоронении. К сожалению, у нас есть русская традиция. Мы сразу же первым делом, когда обнаружили галифе пилота, мы помянули пилота, мы налили стопочку, поставили на борт самолета и накрыли хлебушком. И вот так она всю ночь простояла вот на причале. Да, на причал подняли сам корпус самолета, да, бронекапсулу, и проводили промывку полностью. А галифе была обнаружена за спинкой пилота в районе топливного бака. То есть течениями, штормами забилось так, что еле-еле их, то есть буквально по крупинкам каждый уголок самолета мы смотрели. Хоть какие-нибудь останки пилота, хоть что-то найти. Фрагменты, на самом деле, под водой фрагменты достаточно быстро уничтожаются, и найти под водой фрагменты людей практически невозможно, потому что вода, стихия, она делает свое дело намного быстрее, чем на земле, поэтому, как правило, останков нет. Бывают, конечно, случаи, но нам пока
мы с ними не работали. Что касается самого летчика, он, к сожалению, как офицер, да, недолго его боевой, я так понимаю, исходя из исторической справки, у него опыт буквально там несколько лет после окончания авиационного училища. Вот. Мы надеемся, что нам удастся найти его все-таки останки и передать его родственникам. У него остались родственники, уже наши ребята, кто занимается на земле поиском, предварительно нашли двоюродную прабабушку, да, и там по родственной линии, но, к сожалению, там точной информации пока сейчас на данный момент у нас нет. Но удивительно, что столько лет и про самолет никто не знал, никто не говорил. То есть вот она, бухта Геленджика, вот в бухте на глубине 4 метров от поверхности воды лежал самолет. Ну, дальше история, как говорится, ищем, работаем. Ну, мы все сразу, и мы диалог с кем вели, скорее всего, что это был разведчик-фотограф. То есть он снимал что-то там, но они даже не... То есть только раз, и все закончилось. Вот. Дальше пока истории нет. Ну, вот фотографию нашли его, по крайней мере, установили. Ищут родственников. На сегодняшний день мы завершили на 95% работы по штурмовику Ил-2. Была поднята практически большая часть его фрагментов. Погодные условия, к сожалению, не всегда позволяют проводить работу в полном объеме, но мы почти полностью подняли все обломки. Все детали со штурмовика Ил-2 были переданы нашим коллегам для реставрации в городе Перми, и они сейчас этой работой занимаются. Ну, наверное, для того, чтобы подрастающее поколение, то есть молодое поколение, оно не всегда старается понять то, чем жили наши родители, чем жили наши предки. Вот, потому что, ну, как есть такая хорошая восточная мудрость, которая говорит, что тот народ, та нация, которая не помнит своей истории, вынуждены ее повторять вновь и вновь до тех пор, пока не примет правильное решение. Поэтому, чтобы не делать ошибок в сегодняшнем дне, вот, нужно помнить историю, помнить и почитать подвиги наших отцов и дедов.